всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня расклад тоже индивидуальный для одного человека, который был у меня на чистке на полнолуние последнее, которое открывало коридор затмений. То есть здесь, пожалуйста, тоже информацию фильтруйте. Если для вас это актуально будет, значит актуально. Если не актуально, не надумывайте, пожалуйста, себе лишнего. И, естественно, соотносите информацию с теми событиями, которые происходят в вашей жизни. То есть, кто пытался влиять на волю других людей, а теперь резко решили почиститься, либо, знаете, как вступить, вот именно вступить на путь адекватности, вы поймите, пожалуйста, что все просто так не бывает, и пока вы не отработаете свои долги за ваши деяния, ничего у вас не получится и не сработает, и не срастется. Хоть забегайтесь, хоть я не знаю, что там делаете, ни черта, от слова совсем. То есть, как я и говорила еще с прошлого года, жесть ожидает всех нас. Ни больше, ни меньше. А те, которые делали, жили, давайте скажем так, жили за счет других ресурсов, других людей, денежных каналов, здоровья, переклад вот этого всего там, деструктива, негатива. Вот. Не хочу отрабатывать, хочу быть, как там в «Рыбаке и рыбке», да? Помните? Не хочу быть дворянкой, хочу быть, не помню, кем она там захотела, повелительницей потом рыбки золотой по итогу, да, и с чем осталось. Но так же и в жизни. Сказки-то не просто так писаны, ребят. Об этом стоит тоже помнить. И еще, пока не забыла, мальчики, девочки, огромная благодарность всем вам за лайки, комментарии, подписки, за обратную связь и за донаты, которые вы мне отправляете во время прямых эфиров, либо прямых трансляций, либо просто так. Те, которые на развитие канала отправляют. И еще раз вам огромное благодарю. Это сюда хочу. Вот так вот. По каналу вообще... А, вот еще одна колода. Чуть не забыла за нее. Представляете? А она нужна. Она действительно нужна и актуальна будет. Так что по личным консультациям, думаю, вы помните, да? Прежде чем обратиться, смотрим ролик, немножечко своего времени тратим. Заодно поймете, как я работаю и как я не работаю, и с кем я не работаю. Вот так вот. Так, все-таки, да, оракул теней нам нужен сегодня тоже. Вот такие, да, ребят, незапланированные расклады, но надо, знаете, глобальненько так посмотреть, покопать. Ну, а вы уже, пожалуйста, смотрите, что ваше, что не ваше. Естественно, вот соотносите, как говорится, да. Ну вот легли карты в таком, значит,
порядке, значит, так и будем смотреть. Так. Так. Поехали. Смотрим. Чистка на полнолуние. Оно же у нас открывало коридор затмений. Что по ритуалам, которые делали? Связь с родом. Шандарах. Добрый вечер называется. Так. Род вышел на связь. Через ясновидение уже вам дали подсказки. И тут же моментально на вас что-то накинули. То есть здесь кто-то закрывает вам ясновидение. Но здесь выпадает, слушайте, еще такой момент, давайте я так скажу, конкретно по ситуации, по вашей, это для того человека, кому я записываю этот расклад. Здесь конфликт непосредственно с матерью идет. Вот благодаря тому, что к вам ваш род вышел и понеслась, я так предполагаю, что полезло все говно из этого человека по полной программе. Человек хочет власть над вами иметь. Еще много чего для вас не ясно, не открыто. Есть вариант, что вас заказывают. Несколько человек могут работать. Очень много чего от вас закрыто. Прям вот чрезмерно, извините, дохуя. Не хотят, чтобы вы знания получали какие-то. У вас есть фамильяры, они вас защищают. Вы в этих дорогах, в которых находились на чистку, вы их получили. От определенных высших сил, давайте я вам так скажу, они вас исцелили. Что-то вы дополучили из того, что вы хотели. Вот есть просвет. Знаете, вам как показывают, что нужно продолжать в том же духе. А вот эти все моменты, когда вылазят недоброжелатели, из них прет. Ну, это само собой разумеющееся. Понимаете? Конечно, они будут сопротивляться. Еще смотрите. Будут словесно особенно, знаете, как сажать вас в страхе. Хочет человек, чтобы вы боялись. Вам с огнем нужно работать. Помните, что я вам давала насчет огня? Вам очень это будет помогать. Так сказать, поддерживать необходимый запас и уровень энергии до следующего вашего похода, давайте я вам так скажу, до следующего вашего действия. Картина общая, замечательная. Так, что я вам хочу сказать по работе с миром мертвых на погосте. У вас вообще все хорошо прошло. И здесь вас как прям отстаивает эта сила, понимаете? То есть вы санкционировано по тому, что вам принадлежит, просто претендуете на свое же. Естественно, они вам и будут помогать. Слушайте, здесь опять выпадает здесь либо эгоистичная женщина, это мать может тоже выпадать. Прям эгоистичный человек, вы с ним общаетесь, прям вот знаете, как в слияние с вами хочет вступить. Но тут же параллельно вторым вариантом идет ситуация, когда вас будут выводить в ваш статус. И здесь сотрудничество с достойными людьми. Как в любви, так и в дружбе будет. Здесь очень большие силы встали на вашу защиту. Я же сказала, да, здесь из мира мертвых, смотрите.
Здесь не один вышел на вашу защиту. Но я вам хочу сказать так, это только начало. Вам необходимо продолжать в том же духе работать. Вот что хотите, делайте, но делайте вот то, что я вам дала по чисткам. То, чему вас я обучила, давайте я так скажу, да, передала вам знания, вы их, пожалуйста, используйте. Здесь действительно подтягиваются серьезные силы на вашу защиту. Энергообмен с ними хороший произошел. Даже если что-то как-то не так, это все нормально для первого раза, понимаете? Когда идет не по плану, когда не так, как задумал, вообще забейте на это хрен. Потому что здесь, вне зависимости от этого, все сложилось очень даже хорошо. И здесь, конечно, мир мертвых и сила от темных определенная. Здесь может быть... Сейчас я спрошу, кто это. Смотрите, это все-таки хозяин кладбища. Ну, давайте скажу так, не совсем он. Там еще одна энергия с ним находится. И она из мира темных. Даже не из мертвых, из мира темных. Так что поддержка у вас колоссальная. По общему контексту вообще чистки прошло все замечательно. Следующее отношение вот этих вот сил, да. Но наказание пошло вашим недоброжелателям уже, понимаете? Как я и сказала. Пошло. И здесь мир мертвых, понимаете, отводит от вас ситуации болезни, плохого самочувствия, страдания, грусти, неуверенности в себе. Понимаете, вы не использовали свои возможности. И теперь вас двигают к вашим, ну, и к связи с родом, и с высшими силами, и с богами, давайте так скажу, к вашим желаниям, к вашей, вот чистку, здесь прям показывают чистку. Кстати, за вами следят. Будьте больше осмотрительны, потому что следят именно, когда вы наполняетесь энергией, прям отслеживают, сука. Извините меня. Здесь ситуация, действительно, давайте я вам так скажу, ребят, в открытую, здесь ситуация, когда у человека недоброжелателем является мать, которая постоянно забирала блага к ребенку как к кошельку. Для многих это будет актуально, потому что ко мне обращаются много людей с такими вопросами, когда действительно уже... Извините меня, не весело. Именно когда мать вот такой, ну, в качестве недоброжелателя. Здесь слежка прям конкретно идет. И здесь понимаете, какая мать? Мать, которая готова увести ребенка на любой убой своего, лишь бы она была в достатке, лишь бы было так, как она хочет. Здесь контролер, здесь эгоистка.
только так, как я сказала. Если не так, я мило поулыбаюсь, повешаю тебе лапшу на уши и пойду сделаю, допустим, тебе вот эту дрянь, эту и эту. А потом расскажу, что это кто-то на тебя влияет, к примеру, я сейчас говорю. И ты там пока будешь дурью маяться, я буду иметь то, что мне нужно с тебя. Понимаете, здесь реально мир мертвых уже, ну, а-та-та отправил. Но это конкретно по и для того, для кого я снимаю этот расклад. Так что не останавливаться. Вот нельзя останавливаться. Уже, как говорится, хватит. Здесь идет у вас освобождение, и тут же на вас накидывают, накидывают снова сети, понимаете? То есть здесь вам нужно бороться за себя. У вас появилась энергия сбросить с себя оковы определенные, вырваться, трансформироваться, увидеть, как мир устроен на самом деле, и, понимаете, дотронуться до того, что принадлежит вам. Здесь очень много на вашу голову влияний. Но я хочу вам сказать, ребят, при любом раскладе давайте так. Прежде чем, ну, я сейчас абстрагируюсь от эмоций и говорю вам по факту. Прежде чем воплотиться в теле человека, каждая душа выбирает для себя родителей. И если вы пришли в этот мир и попали к такой матери, значит, вы в прошлой жизни этому человеку очень поднасрали. И теперь ваша задача проработать это все. Понимаете? Если, конечно, хватит стержня, если, конечно, вы... Ну, понимаете, насколько глубока дерьмовость вашей кармы, что вот этот деструктивный человек – ваша родная мать. То есть я вам хочу сказать, вы ни хрена не аленький цветочек были тоже в свое время. И это голые факты. Да, в этой жизни вы в состоянии жертвы, но никто вам не мешает из него выходить. Понимаете? Так что здесь тоже по справедливости я вам хочу сказать. По справедливости вам дан этот человек матерью в этом воплощении. И по справедливости то, что вы выходите из-под контроля этой деструктивщины, которую насылает вам вот этот, казалось бы, родной человек. Вы хотите вырваться из-под власти этого всего, обойти эту, так сказать, ловушку, да, в которой вы пребываете. Здесь еще что скрыто, вот правильно скрывайте абсолютно все, понимаете, от этого человека. Закрывайтесь и говорите, что у вас нет денег или еще что-то. Но я вам хочу сказать заранее, ребят, что бы вы ни сказали вот деструктивному человеку, он это перекрутит в своей больной башке и начнет использовать против вас. Понимаете? То есть тут такое. Давайте я вам расскажу на примере. Аж кофе хлебну. Хотя, с другой стороны, здесь, наверное, повествование о примере будет очень длинным. Как-нибудь, ну, наверное, в следующий раз. То есть, понимаете, скажете, что нет денег, она начнет к вам притягивать каких-то женщин, допустим, если вы мужчина. Если вы женщина, будет притягивать к вам мужчин, которые денежные, но которые вас будут обесценивать, манипулировать, унижать, предавать, спать с другими, понимаете? А маме будет насрано. Главное, чтобы у вас были деньги, и пофигу, что это с помощью темной магии будет притянуто. Понимаете? То есть это, грубо говоря, это приворот с вызовом и там еще кое-что, чтобы, ну, притягивались люди определенного качества. Вот. Скажете, что есть деньги, давай. Понимаете? Что бы вы ни сказали, но вот по поводу ваших передвижений в чистках, в магии,
в связи с родом, в работе с определенными силами, вот это все нужно вам скрывать. И держать курс на императора. Вы должны быть тем человеком, который управляет своей жизнью, своим домом, своей судьбой, своими знаниями, своим здоровьем, своим денежным потоком. Понимаете, никак иначе. Здесь маски прям, слушайте, я вам хочу сказать, что этого человека уже выгребло. Здесь полетели маски. Знаете здесь, что человек может, мама, рассказывать? Ой, мне так плохо, сердце болит, я, наверное, умираю, мне нужны лекарства, мне нужны деньги, может, ты приедешь, побудешь со мной, ну давай, я же тебя растила, как ты так можешь? Манипуляции, хитрость. Здесь по факту еще не знаете, как говорится. Да нет, здесь еще сердцем, ну вот человек врет. Человек подбухивает, маман на нычечку подбухивает. Вот вы провели ритуал, и маски полетели. Здесь человек, мать, в вашем случае, которая не... У человека нет моральных ценностей от слова совсем, вообще. Здесь человек деградировал еще задолго до того, как подумал о том, что у него будут дети. И потом просто и дети в этом невежестве все копырсаются, и их дети, понимаете? Здесь реально тот случай, когда баба паскудит вот всему роду, и будущим потомкам, и тем, кто умер. Вот по-другому здесь не сказать. Слушайте, да, вы еще много чего не знаете, не видите, не предполагаете, но вы должны за себя воевать, вы должны себя отстаивать, вы должны выставлять защиты и четко отслеживать, какой человек на самом деле вам делает дерьмо. Если кто из вас сомневается, это все легко проверить на самом деле. В общем, ладно, об этом тоже очень долго. Давайте вот так вот. На этом я по этой колоде хочу завершить. Тут победа будет за вами. Да, здесь реально любовные привязки, чтобы мужчину притянуть с деньгами. Вот так вот. И чтобы вы думали, что это ваш выбор, понимаете? А то, что вы, чего вы хотите на самом деле, никого здесь не волнует и не интересует. Если, мальчики, смотрите вы, значит, девку к вам такую подтянут. Ребят, смотрите. Вот здесь для многих. Здесь какая-то энергия, к кому вы обращались. Короче так, вот эта ваша маман, она потерпела поражение. Вам даются, к вам род вышел на связь, вам даются ключи исцеления, чтобы вы исцелились от этой ситуации. Этот человек вам перекрывал вашу свободу, ваш дар. Вашу связь с родом, перекрывалось все, она делала 10 мечей. Здесь человек с помощью магии не стыдился ничего, то есть приворот на собственного сына, на собственную дочь, окей, отворот, окей, летит внукам, болеют, посрать, переживем, понимаете? Здесь такое, здесь человек мразь, вот так вот я вам скажу. Здесь давно уже не человек. Там другие сущи управляют и просто, ну, питаются ею. За то, что она позволила себе так жить эту жизнь, она будет потом долго учена в мире темных, пока не научится уважать каждое свое воплощение на эту планету, а воплощение у нее будет еще уйма. А если душа, ну, ни черта так и не будет дальше осознавать, понимать и принимать. Здесь такой человек, который... У нее нет сердца, понимаете? Нет сердца. Она считает, что она независима, но на самом деле она порабощена многими энергиями. Но этот человек считает себя мудрым.
Да, это мать. Здесь мать. Мальчики, для кого-то это может... Все индивидуально, но один из вариантов, это может быть ваша женщина, ваша жена, с которой вы находитесь рядом. Может быть и такое, но опять же таки, все индивидуально. Именно вот конкретно в этом личном раскладе это мама. Обнуляются все ее возможности влиять на вас. Да. Это мать, и она за то, чтобы иметь власть над вами, будет готова идти на убой, даже вас. Чтобы вы болели, лежали, бухали, ползали, страдали, попадали в аварию, в больнице, ей плевать, лишь бы вы как бы были зависимы от нее. При этом она будет очень смело навешивать лапшу на уши, что это кто-то вам что-то сделал. Я же говорю, здесь мразь. Этот человек с вами, вы видитесь, вы в одном доме можете ночевать, спать, есть, срать, извините. Вы в 4 стенах с этим персонажем находитесь, этот человек тут же вас подкармливает дерьмом, опаивает, подклады и всякое дерьмо вы носите на одежде, понимаете, может быть. Это в доме творится, в вашем доме вас блокируют, вас полностью в деградацию скидывают. У нее свои планы на вас. Вы кошелек, все, давайте коротко, вы кошелек. Вы тупо для нее кошелек. Вот так вот. Здесь блокируются все ваши эмоции, чтобы вы не любили себя, не любили того, кого вы действительно любите, чтобы вы находились в болоте, она как бы вам призрачные цели накидывает. Вот сделаешь так, у тебя будет вот так и так, а это у вас никогда не случалось, не случится, не случается и случаться не будет, понимаете? Потому что пока вы в этих иллюзиях находитесь, вы кошелек, ни больше, ни меньше. Вот так вот. Вы решатель всех проблем. Туз пентаклей, блядь. Знаете, с одной стороны, я понимаю, что эту женщину в свое время просто обидели, ее недолюбил папа, ее недолюбила мама, либо перелюбили, понимаете, либо то и другое. Мама, допустим, в попку целовала, а папа там пьяный с новорожденным выгонял, допустим, на улицу вот эту вот девочку, тогда еще. Понимаете, у девочки, ну здесь человек в свое время не переступил гордыню, мол, мне все должны. Здесь человек очень много не проработал в себе. Я понимаю, что обиженная, но собственным детям, это, конечно, это джекпот, блядь. Ну, это джекпот. Зажраться до такой степени, чтобы плевать на всех, кроме себя любимой. Вы только вдумайтесь. Вы вдумайтесь в этот, извините меня, пиздец глобальный. Понимаете? Вот здесь глобальный пиздец. И вы еще в одном доме с этим человеком. Вы сидите, вы ничего не делаете, вы не предпринимаете, вы боитесь. Алло, вставайте и бегите. Да что хотите, делайте. И поверьте, вам вслед еще будут кричать, какое вы говно. Ой, я умираю, спасите, помогите. Демонстративно падать в обмороке. Но если это будет, она допадается. Этот человек останется в одиночестве. И умирать он будет очень долго, болезненно и в одиночестве. Для одной такой суки я это предрекла еще несколько лет назад. Вот так она к этому упорно и идет все эти года. Вот это то же самое тут.
Ну да, это тоже ее право так распоряжаться своими годами жизни. Так, давайте я посмотрю для вас, что род дает. Солнце, осуществление всех ваших планов, энергию, счастье дает. Ой, солнце и Верховный суд. Слушайте, здесь предки, духи рода за вас стоят. Вам дают энергию на действие. Для того, чтобы вы отвоевывали свое и двигались дальше, были напористым, отвоевывали вашу семью, ваши ценности своих детей, то, что дорого вам. Понимаете? То, что реально вам принадлежит. Да. Для того, чтобы быть счастливыми и скорректировать свою жизнь так, как вы этого хотите. Здесь вы должны совершить переход. И здесь очень много чего нужно проработать в себе. Выйти из некой изоляции. Но смотрите, именно по этой колоде здесь переход будет жесткий. Однозначно жесткий. Смотрите, если здесь вариант, вот для всех, да, если вы делали деструктивную магию, потому как с такой сукой росли, и думали, что вы идете за ней и делаете все по справедливости, вот вам. У вас здесь переход будет просто... Извините меня, пиздец. Для тех, кто просто сидел в состоянии жертвы, преклоняя голову, для вас будет чуть попроще переход этот. Да. Спасение у вас будет, только делайте то, что я вам давала. Двигайтесь, развивайтесь, хватайте информацию. Предки рода вам все дадут, и дадут вашу силу, но за нее нужно будет побороться, за статус ведающий вы будете бороться, это все проходят. Несмотря ни на что, двигайтесь только вперед, ловите поток и двигайтесь, огонь вам в помощь. Ну, здесь четко мне показывают, здесь нужно абстрагироваться от этой... Красавица, не нужно сидеть в апатии, в отшельниках, может просто переезд здесь показывают, поняли меня, да? Уходите в стабильность, когда вы контролируете свою жизнь сами, идите к успеху, к тому, чего вы хотите. Восстанавливать себя придется, да, здесь еще следующий переход будет. Из иллюзий будете выходить, много чего повсплывает. Много чего, очень много чего, ребята. Здесь и на любовь вам делалось, и на ваши дороги, и на перекрестках на кладбище она творила. Вот с этим ты не будешь, с этой ты будешь, вот это тебе не надо, а вот это нам подходит, иди сюда, ложись вот так, делай вот это. Вот такая здесь бабенция. Здесь период, когда человек отстаивает себя, завершает вот этот кармический урок свой. И его поставят перед выбором, фортуна может к нему развернуться, да. Конкретно, если это, я еще раз повторюсь, если человек, который смотрит, деградировал вместе со своей мамашей, то есть привороты другим, свои болячки скидывали мы на другого, мы прорабатывать не хотим, нам нужно только бабло и жить в свое удовольствие, потому что мы этого достойны. Отвороты, привороты, чтобы те приползли, а я ничего не делал, к примеру. Еще раз, фак вам. Это не ваш расклад. Вы вот этого не получите и через 18 лет. Не факт, что за следующие 18 лет вы реально проработаете себя. Потому что вы упертые эгоисты, вы дно, и вы сами на это дно опустились. И вам одним оттуда всплывать. И пока вы это не поймете, вам никто не поможет. Конкретно для вот этого человека, для которого я делаю расклад, здесь вам дадут силу. И знания вам дадут. Как из всего этого выйти, как избавиться от этой магии деструктивной. Фу. Здесь по вашей доброте, по вашему милосердию очень бьют. Готовьтесь, будет осада. С помощью магии. Да, осада будет. Будут пытаться вам еще потом рассказать, да я же о тебе забочусь, да я же хочу как лучше, да не слушай ты никого, да я же твоя мама. Угу. Вот знаете, вот только врагам такую маму и пожелать.
Потому что здесь снимать, здесь палач вашей судьбы, вашей всей этой жизни. Итак, что здесь? Договора. Значит так. Вы совершили договор с определенными силами, о которых я уже говорила ранее. Здесь вы увидите на ментальном плане от предков духов своего рода какие-то вещи, информацию, какое-то напутствие. Вы должны это запомнить и сделать. Вы должны научиться доверять тому, что вам говорит ваш род. Пусть о вас сплетничают что угодно, вас ждет благополучие. Вот так вот я скажу вам. Чем больше ваша мать будет понимаете, здесь человек лезет без мыла в жопу. Поговорить, потрещать. Очень важен энергообмен с вами. Она вас тупо вампирит. Вот знаете, сплетни о ком-то пораспускать. Короче, посидеть, просто языком потрепаться. И ей лучше от этого становится. Вот это все обнуляться будет. Я уж не знаю, как ее там просклоняют по бодяжам, чтобы она рот свой закрыла, и ей не до того было. Это даже не суть важно. Но тем не менее, как раз это и случится, если уже не набрала обороты к этому дню. Вы узнаете о том, вас предупредят, что еще какой-то лжец, может, это тоже ваша мать, приняла какое-то решение. Какое? Подлость задумала. Какую? Жадность. Карта жадности. Об этом вас тоже предупредят, что выкачка денег нужна будет просто. А для чего? Разочарована. Разочарована, ей нужны деньги для того, чтобы пойти что-то новое заказать. Видимо, денег нет. У нее стоит выбор, понимаете, у этого человека есть выбор. Если нет, его скоро сделают ему. Вот только она попросит денег и побежит что-то кому-то делать, тут же ее по здоровью шарахнет. И она сразу же начнет: ой, мне денежек не хватило на первые какие-то лечения, а мне еще нужны. А сама падла побежит, блядь, на кладбище. Да неупокоенных призывать. Вот так вот. А попробуйте не дать. Вот посмотрите, что будет, как пена у рта будет вылетать. И знаете, я знаю, что этот расклад посмотрит человек, который полностью превратился в свою такую мать. И вы еще ждете справедливости? Так вот она, последние 2 года набирает обороты лично для вас. Ребят, здесь вот... Блядь, секунду. Давайте я объясню, почему меня так выкарабливает это. Здесь четко, конкретно показывают, что человек отдает темным силам своего ребенка, как кусок мяса. Набери. Но я хочу, чтобы ты сделал так, как я хочу, чтобы было. Я вам сейчас объясню, в чем проблема вообще этой ситуации, вот подобной. Мы все настолько прохаванные эгоисты в данной эпохе, в данной вехе эволюции, что единственное, что нас
учит любить искренне, хотя бы вот настолечко приближенная к истинной любви, это только наши дети. И если вы переступаете определенную грань за гранью, и даже по отношению к собственному ребенку не просыпаются у вас чувства, вас это не пугает, и вы начинаете шагать дальше по головам, я вас поздравляю, вы потерянная личность. Вас уже оттуда не вернет никто и ничто. Единственный вариант, это когда у вас заиграет очко за собственную жизнь. Вот тогда только вы, мрази, понимаете, что вам страшно. Здесь баба, которой вот просто, понимаете, вот карта. Отдает на убой своего ребенка. И предает. Голову просто определенным темным силам приносит и говорит: на, но сделать так, как я хочу. Ох, блядь, мать. Фух. Сука, якобы духовная я. Исцелиться я хочу, да это же мне все делают. Мне нужны обереги, мне нужна защита. Защити меня, помоги мне, я же твоя мамочка. А то, что я тебя всю жизнь перепаскудила, и ты как овца идешь и делаешь, что мне надо, это все детали. Вот так вот. Духовная она, блядь. Исцелиться хочет. Ну ничего, исцелим, бля. Ха-ха. Будем исцелять тебя, тварь, такими же методами, какими ты влияла на других людей, сука. Исцелишься, гнида? Не могу. В гланды, блядь, исцеление тебе упрется с твоими оберегами, тварюка. Конченая, блядь. Пидораска. Фу. Для того, для кого расклад. После того, как выйдет это видео, и вы его посмотрите, напишите мне, я к тому времени как раз подготовлю для вас определенную вещь, кое-какую, для вашей защиты. Таких тварей надо косить, я вам помогу в этом. На погост побежит, сука. Ну, беги, беги. Да будет путь твой услан, блядь, золотыми монетами. Ничего не получится. Побежит, ничего не получится. Бегает у кого-то, спрашивает: а как знать? Как, что мне делать? Что же мне делать? Мне же моя власть нужна. Власть. Теряю, блядь, как это? Где моя корона? Что же это лопатой сбили-то? Как так можно? Я же святая женщина. Ух ты, есть два варианта. Может кому-то обратиться, а здесь мужик может быть. А этот мужик увидит, какая она мразь, и скажет: алло, ну здравствуй, так ты это, сама виновата. И этот мужик еще вслед ей накинет сюрпризов за то, что она пришла. Просто явилась и захотела вот такое дерьмо очередной раз с помощью там... Человек здесь работает с мертвечиной просто, с неупокоенными душами, понимаете? Может, к одному побежит, потом ко второму, вот она добегается, там кто-то ей как сделает сюрпризочку. И будет она потом сопли на кулак наматывать. Кричать: я же бедная несчастная женщина. Захочет побежать к человеку, мол, приговоры повыписываю всем своим недругам.
Защит якобы хочу от темных. От того, чтобы другие темные ее не трогали, не жрали. Там человек узник. Узник дьявола. Все. Она как у него собачка на цепочке. Он просто так дергает ею и подпитывается, пользуется как хочет. Вот я вам скажу так, вот эта женщина, она как шлюха низших сил. Таких женщин много на самом деле сейчас. Одни только, ну, как бы на пути становления вот к такой вот мразоте. Другие уже, так сказать, знаете, профессионально, вот как тут по раскладу сидят в этом. Вот, ну, нравится им быть шлюхами темных, значит, нравится. Здесь атака будет. Здесь знаете, что еще идет? Здесь она обращается к мастерам и оговаривает своего ребенка как недоброжелателя. С надеждой на то, что мастер этого не увидит. Грош цена такому мастеру. Если он не видит, кто к нему является просто даже за консультацией. Это я вам серьезно говорю. Грош цена тому мастеру, который берет всех подряд. Либо это человек, который только, ну, становится, да, на свой путь и еще как-то, ну, ко всем относится по-человечески. Который просто еще в периоде становления. Да, может такое быть. Я тоже была на таком месте в свое время. Но здесь уже конкретный мастер, понимаете? По раскладу. Здесь мастера конкретные, работающие с дьяволом. Давайте так скажу. Вот таким мастерам грош цена, если они не видят. Если они не видят, значит, им тоже нужно через вот эту бабу что-то свое отработать. Значит, кодекс нарушили. И их тоже будут учить через эту бабу, если поведутся и что-то ей помогут и сделают. Я, говорит, тебя защищаю, да я же тебе хочу лучшего, я хочу тебя оградить, почистить, ой, это нам что-то сделали. Это вот она или он, или вот эти, это все они, а я тебя спасу. Ты моя дочь, а ты моя сына. Лицемерная скотина, блядь. Просто человеку нужно быть выше, всегда выше. Своих детей, своего мужа и всех остальных. Я выше других. Лицемерно притворяется ангелом-хранителем, блядь. Здесь человек, который готов на вас натравить весь мир, лишь бы вы прибежали, упали к ней в ножки и сказали: ой, спаси, помоги, мамочка, мне так плохо, ты была права. Если у вас пиздец по деньгам, вуаля. Если у вас нет счастья в личной жизни, вуаля. Если вы продолжаете еще параллельно с этим винить кого-то, а плясать под дудку вот этого, вуаля, не ждите ничего. Пока вы не избавитесь от этого дна, вы не всплывете. Это ваш якорь к этому дну. Скрывать свои работы будет. Фу, блядь. Пардон. Фу, тут такое дерьмо, ребята. С одной стороны, для меня это не ново, но когда я просматриваю человека, я вижу каждую его мысль, я вижу энергии, которые управляют тем или иным. Той или иной трансформацией внутри головы, органов. И понимаете, здесь человек считает, что это норма.
норма убивать любого, лишь бы мне было хорошо. Убивать в прямом смысле слова. И здесь такая мать, которая готова уложить своего ребенка в предсмертное состояние, лишь бы он приполз к ней, сделал выводы, что она его спасительница или ее. Она поможет потом вам подняться, выздороветь, как она считает. И продолжить дальше пахать на нее и зарабатывать денежки. Фу, блядь, гадко. Гадко, господа, честное слово, прям гадко, блядь. Не ожидала я такого дерьма, сука, от этого расклада, не ожидала. Но помните, что такая ваша мать зеркалит вас. Возможно, вас в прошлом воплощении. Либо вы можете или могли бы стать таким человеком, но не стали, глядя на нее. Вариантов уйма. Так, теперь конкретно для вас. Давайте я посмотрю. Фу. Конкретно для вас хочу еще чего-то посмотреть. Что от мира мертвых? Просите, и дано вам будет, как говорится. Только просите, общайтесь. Вас предупредят, когда вот этот надменный персонаж, либо похожий на нее, начнет действовать против вас. Этот человек будет нести расплату за свои деяния. И вы увидите спектр всех цирковых трюков. Давление на психику, манипуляции, давление на жалость. Понимаете? Здесь будет все. Вот от слова совсем все. Три тройки к ряду. Я сейчас вам скажу, что я спрашиваю. Знаете, здесь еще фортуна определит, что будет. Я спросила, как этот человек будет уходить из этой жизни. Фортуна еще определит, но будет все по справедливости. Здесь человек попрал очень много вселенских законов. Прям практически каждый, до которого мог дотянуться, тот закон и попрал. Мотивируя это тем, что я творю тут справедливость. Я сама справедливость и есть. Вот так вот. Знаете как, здесь еще фортуна как бы здесь полностью от нее рот отворачивается, от этого человека родовая система. Знаете, что я хочу сказать? Не показывают. Я вам хочу сказать так. Вот эта персонажиха,
Эта гнида будет жить еще очень долго, но она будет мучаться. Она будет терять все, всегда, и где бы она ни находилась. И если у нее и будет что-то по здоровью, то пусть живет. Вот есть момент того, что каких-то вот таких мамаш снимут с поезда в ближайшее время, а каких-то оставят так, чтобы они вздыхали в одиночестве. Потому что ни один ребенок, если у нее их несколько, не подойдет, не услышит и не поверит. И будет бежать, если ума наберется. Для некоторых мамаш здесь, знаете, что мне идет? Она переживет своих детей. Есть и такие твари. Да продавались, как говорится. Есть и такие. Расплату этот человек получит. Вы будете это видеть воочию и знать об этом. Смотрите, здесь предки, духи рода пытаются с вами как-то выйти на связь, как-то вам помочь, да, вот вы идете к ним, а на вас как кидают еще больше говна, еще и еще, чтобы вы сомневались, чтобы вы... Ну, здесь вам просто голову разъедают, чтобы вы не верили в то, что вам кто-то пытается помочь. Здесь только к маме давай беги, только мама тебя может искренне любить и тому подобное. Фу. Мать с двойным дном. По высшему суду все будет, ни больше, ни меньше. Вам здесь мне показывают, что вам нужна помощь будет. Будет вам помощь. Будете еще и болезни проходить, трансформации, будут таким образом чистки у вас проходить от вот этой всей приворотной магии. У вас только начинается путь отстаивания себя. Будет у вас и защита, и удача. И свершится полное отомщение, ребят. Все, что вы задумали... Дары судьбы на этом и закрою. Для деток будет очень хорошо. Если вы отстоите себя для ваших деток, это конкретно для того, кому этот расклад посвящен. Для ваших деток все дары судьбы будут. Потому что вы, глядя на то, что я только что оговаривала, станете лучшей версией мамы или папы для своих детей. И это предопределит путь и судьбу их. Ваши дети тоже будут много чему учиться, будут свои уроки проходить, но они уже не будут настолько глобальными, как были ваши. Давайте так скажу, этим и закончу. Вот такой вот у нас сегодня был ебио мать расклад. Берегите себя, ребят, берегите свою душу, отстаивайте ее, боритесь за нее. Кому нравится из воплощения в воплощение прыгать как тараканом от мелкомашенька, это ваше право. Прыгайте, пока не надоест вам. Ну а кто уже осознанные души, кто понимает, откуда растут ножки на самом деле, и почему все именно так, а не иначе,
Ребята, я вам желаю побольше силы воли, чтобы вы смогли себя отстоять и смогли выбраться из вот этой вот родовой проработки. Вот как-то так. Мира и добра всем. Пока-пока.